Здравствуйте, дорогие друзья, любители и ценители текстиля. Сегодня мы поговорим о одном из самых дорогих волокон в мире текстиля, о кашемире. Что же это за прекрасное волокно кашемира, что это за кашемировые изделия? Коко Шанель, знаменитая, говорила о нем так, что жизнь слишком коротка, чтобы не носить кашемир и изделия из него. Вообще, идея этого ролика мне пришла, увидев одну из фейковых страниц в интернете, где писали, что школьная форма, введенная Сталином в 1949 году, была сделана из самого дорогого материала, из кашемира. В этом утверждении сразу три ошибки, которые вводят нас в заблуждение. Ну, во-первых, здесь написано, что кашемир на ощупь напоминает шелк. Они совсем разные по тактильным ощущениям. Во-вторых, что кашемир сделан из лучшей овечьей шерсти. Это тоже неправда. Ну и, разумеется, из всего этого следует то, что из этого материала не могли делать школьную форму. Это слишком дорого для этого. Кашемир – это один из самых дорогих текстильных материалов. Почему же он такой дорогой, почему он такой прекрасный, сегодня мы как раз об этом и поговорим. Итак, что же такое кашемир? Кашемир – это шерсть из пуха кашмирских коз, которые получили свое название по одноименному штату Кашмир в Индии, где впервые, в общем-то, их стали разводить и выводить. Эти козы породы Карпа ирсус по латыни звучат, и водятся они, давайте посмотрим где, это в первую очередь Китай, Монголия, а особенно в Китае есть такая провинция, называется Внутренняя Монголия. Это все районы горные, также кашмирских коз разводят и в Индии, в Иране, в Афганистане, и было много попыток завести их даже в Европу, кроме этого в Австралию и Новую Зеландию. Но, к сожалению, там они особо не прижились. Ну, действительно, там можно получить кашмир, но гораздо худшего качества. Дело в том, что нужен резко-континентальный климат для того, чтобы получился кашемир, кашемировая шерсть именно высочайшего качества. Что это значит? Эти козы пасутся высоко в горах, на высоте от 2 до 4 тысяч метров, с резко континентальным климатом, где очень холодно зимой, минус 20, минус 30 температура, и очень жарко летом, до плюс 40 поднимается температура. Благодаря этому, когда козы пасутся зиму в этом холодном климате, у них вырастает очень густой и очень теплый подшерсток, пух. Вот эти пуховая шерсть, это и есть кашмир. Значит, горы и резкий перепад температур. Соответственно, каждый урожай кашемира зависит от того, какие были погодные условия в этом году. Чем больше перепад температур, тем больше этого будет подшерстка, тем он будет более густым и более ценным. Вот в чем секрет хорошей кашемировой шерсти. Горы, резкие перепады температур. На сегодняшний день главным производителем кашемира является, конечно же, Китай, около 70% всего кашемира. На втором месте Монголия. Немножко истории. Откуда вообще появился кашмир? По легенде, первый человек, это был персидский философ Мир Саид Али Хамадани, который много путешествовал и писал свои труды, в том числе в Индии, в штате Кашмир, и он первый сделал якобы носки, подарил их императору этого региона, который оценил их по достоинству, и, соответственно, стали делать шерсть и делать пряжу из кашмировой шерсти. Ну, это был известный человек, как видите, он даже изображен на банкноте Таджикистана, много трудов его, много стихов. Вот видите, например, писал о том, что для того, чтобы хлопковое семя выросло и стало кому-то либо платьем для невесты, либо мученику саваном. В Европу кашмир и кашемировые изделия
попали уже гораздо позже при Наполеоне. Во время его завоевательных походов в Египет он присылал своей жене Жозефине тончайшие шали из пашмины. Что такое пашмина? Это одна из разновидностей кашемира. Я расскажу чуть позже. В своем письме своему сыну Евгению Багарне Жозефина писала: «Получила шали. Они, конечно, очень дорогие, но мне кажутся ужасными. Главное их достоинство в легкости. Не думаю, что они войдут в моду. Правда, того, что они такие редкие и теплые, мне вполне достаточно». На самом деле она очень ошибалась. Буквально через несколько лет они вошли в моду и стали предметом роскоши, предметом благосостояния, показывающим, насколько богат их владелец, поскольку такими шалями, вот как мы видим на этой картине, могли владеть только очень состоятельные женщины. В ее гардеробе этих шалей в скором времени станет сотни, и она не будет знать уже, что с ними делать, хотя это было достоянием только богатых людей. История говорит о том, что шаль из кашемира даже спасла жизнь Наполеону. Была такая история, они собирались вместе поехать в театр послушать Гайдна, сели в разные кареты и уже должны были тронуться, но адъютант Наполеона подошел к Жозефине и сказал, что у нее не очень красиво задрапирована шаль, и предложил немножко сделать другую драпировку, по-другому выложить складки. Это заняло некоторое время, но этого было достаточно, чтобы телега с бочками, водовоза, в которых была заложена бомба, взорвалась не в том месте. И так вот эта маленькая задержка спасла жизнь Наполеона. Знаете, вот неизвестно, как бы повернулась история, если бы не шаль Жозефины из пашмины. Итак, разберемся, как же получают кашемир и как производят из него изделия. Когда козы после зимы возвращаются весной, их начинают вычесывать. Их не стригут, а именно вычесывают из них вот этот тончайший пух, который является подшерстком. Это большинство из этого, конечно, это ручная работа. Специальными щетками, специальными гребнями вычесывают этот тончайший пух. Затем его начинают классифицировать, его разбирают. Где-то он тоньше, где-то он лучше. Это уже опыт, который приобретается поколениями людей, которые работают с этими козами. С одной козы снимают всего лишь 100-200 граммов пуха в год. Толщина этого пуха очень маленькая, она всего лишь где-то от 14 до 19 микрон. И человек, который эту шерсть вычесывает, должен ее отсортировать. Длина пухового волоса редко достигает 10 мм, максимум 15. В основном это короткое пуховое волокно. Для сравнения, чтобы вы представили, толщина человеческого волоса около 40 микрон. Соответственно, минимум в 2, а то и в 3 раза тоньше пуховое волокно кашмирской шерсти. Для того, чтобы получить один небольшой джемперочек, необходимо пух как минимум 3 коз. Ну а если мы говорим о пальто из кашемира, то нам уже понадобится пух, собранный из 15 кашмирских коз. Понимаете, насколько высока цена такого изделия. Ведь в мире всего собирается около 250 тонн кашмировой шерсти в год. Это очень мало. И поэтому изделия из кашмира не могут стоить дешево. Они всегда стоят очень дорого. Что же делают дальше с этой шерстью? Дело в том, что в процессе получения пряжи из кашмира и изделий очень много ручного труда до сих пор. Конечно, часть операций механизирована, автоматизирована на современных производствах, но тем не менее много процессов происходит именно вручную. После того, как пух собрали, его отсортировали, начинается процесс получения пряжи. Пряжу можно получать вручную, и до сих пор часть пряжи из кашмира получают вручную. Но если мы говорим о промышленном производстве, Китай, то, конечно, там уже производство идет не ручное. Соответственно, из кашмировой шерсти можно получать пряжу по кардной системе прядения и по гребенной системе прядения. По кардной системе прядения пряжа получается более толстая, по гребенной она получается тонкая.
Здесь, так же как и для других волокон, ценится волокно самое тонкое и самое длинное, поскольку из него можно получать более тонкую пряжу. Затем пряжу, как правило, скручивают в два сложения, поскольку волокно короткое и прочность пряжи небольшая. Поэтому при скручивании в два сложения пряжи она получается более прочной и удобной для дальнейшей переработки. Ткань из кашмировой пряжи получают, как правило, саржевым переплетением на автоматизированных или на ручных ткацких станках. Если мы говорим об Иране, Афганистане, Индии, то очень много ткани получают именно на ручных ткацких станках, что опять же будет говорить о ее цене. Трикотажные изделия, трикотажные полотна получают на вязальных машинах, а отделка до сих пор, покраска этих изделий тоже осуществляется ручным способом. Особенно если мы говорим о шалях из кашемира, о шалях из пашмины, где рисунок может наноситься вручную. Что же такое пашмина? Пашмина — это тоже кашемир, но еще более ценный и еще более дорогой. Вот те шали, которые из Египта Наполеон слал Жозефине, они как раз-таки были из пашмины, или его еще называют за рубежом бэйби-кашемир. Это кашемир, пух, который вычесывается первый раз с козы, или он вычесывается только с груди и с живота козы, где самый тонкий и самый длинный пух. Его получается еще меньше, всего 30 грамм пуха. Представляете, еще насколько возрастает цена этого изделия. А толщина волокна еще меньше, всего 13-14 микрон. Значит, это уже почти в 3 раза как минимум тоньше человеческого волоса. Больше всего таких изделий из пашмины делают в Индии, в основном это шали. Это очень тонкая, очень теплая шаль. Они обычно делаются двухметровые. Вот такая вот двухметровая шаль весит всего лишь 100 грамм. Вдумайтесь, она легко умещается в дамской сумочке. И стоит, конечно, изделие из пашмины очень дорого. То есть обычный свитер с воротником от одного из итальянских дизайнеров будет стоить около 1000 евро. Вдумайтесь. Но это показывает богатство и состояние владельца таких вещей, поскольку вещи все эти смотрятся очень дорого. Чтобы понять, почему же кашемир и кашемировые изделия такие дорогие, обладают таким комплексом качеств, почему они такие теплые, легкие, нам нужно немножко обратиться в сторону вообще свойств шерсти. Что такое шерсть? Шерсть — это волосяной покров животных, шерстяные волокна делятся условно на несколько групп. Самые тонкие — это пух или подшерсток животного, затем переходный волос, ось и мертвый волос. Так вот, кашмир должен состоять из пуха с небольшим добавлением оси и переходного волоса. Чем больше пуха, тем, соответственно, дороже и качественнее изделие. А пашмина состоит целиком из пуха, то есть пашмина более дорогой материал. Почему же изделия такие теплые, почему они такие легкие? Обратите внимание, что пуховое волокно, оно очень короткое и очень тонкое. Волокно само состоит пуховое из 2 слоев. Это чешуйчатый слой или кутикула и корковый слой, который находится внутри. Сечение пухового волокна круглое, волокно очень прочное и волокно очень извитое, что тоже будет обуславливать его характеристики. В других волосах, переходном и оси, есть еще сердцевинный слой, но в пуховом волокне такого слоя нету. Что же это за чешуйчатый слой? Обратите внимание, что шерсть — это единственное волокно, которое имеет на поверхности чешуйки. Больше никакие другие волокна чешуек не имеют. Эти чешуйки представляют собой маленькие чешуечки, невооруженным глазом, конечно, не видно, только под микроскопом. И эти чешуйки задерживают воздух. Они задерживают воздух, за счет чего шерстяное волокно обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Нулевая теплопроводность только у вакуума, а из всех
волокон натуральных и химических, он самый маленький. Например, у шерсти он равен 33 тысячных по сравнению с льном, у которого, например, он в 2 раза больше. Чем ниже этот коэффициент теплопроводности, тем лучше волокно задерживает тепло, тем хуже оно его отдает. То есть оно аккумулирует тепло. Поэтому изделия из шерсти самые теплые. Чем больше этих чешуек на поверхности, тем лучше, тем больше они будут задерживать воздух. У пухового волокна чешуйки кольцевые, то есть они идут прямо вокруг полностью всего пухового волоса. Например, у кашемирских коз этих чешуек от 6 до 7 на 100 микрон, а у мериносовых, кстати, овец, их даже больше, их до 12 чешуек. Итак, почему волокно такое теплое, мы разобрались, потому что на поверхности есть чешуйки. Эти чешуйки задерживают воздух. Какими же свойствами будет обладать кашемировое волокно? Ну, во-первых, оно очень мягкое. Почему оно мягкое? Волокна тоненькие, волокна очень легкие, и при прядении получается так, что часть кончиков этих волокон выходит наружу. И когда наружу мы чувствуем вот эти вот кончики волокон, они создают и придают особую мягкость изделия, которой больше нету ни у каких других волокон. Легкие за счет чего? Тонкое волокно, легкое волокно, изделие получается тоже очень легкое, можно сделать тонкую пряжу. Изделия сохраняют тепло благодаря свойствам шерсти. И кашемировое волокно, кашемировая шерсть является гипоаллергенной. Соответственно, из него можно делать одежду даже для детей. Цвет изделий из кашемира обычно матовый. Редко очень делают какие-то яркие цвета и оттенки, благодаря тому, что необходимо подчеркнуть именно натуральность, именно натуральный цвет. А натуральный цвет этого пуха белый, черный, серый, кремовый. И некоторые производительности вообще не красят кашемир и оставляют его натуральные цвета. Для того, чтобы, во-первых, исключить химию из процесса обработки, что несколько делает волокно грубее, а во-вторых, подчеркнуть его натуральность и натуральный цвет. Поэтому цвета изделий из кашемира всегда не яркие, матовые. Кашемир – это не масс-маркет. Его не выпускают изделия, такие бренды, как Zara или другой масс-маркет. Это все-таки абсолютный эксклюзив, потому что очень дорого. Есть несколько компаний в мире, которые специализируются на изделиях из кашемира. В основном это итальянские и шотландские бренды, которые наиболее преуспели в получении изделия из кашемира. Вряд ли рядовому покупателю знакомы эти бренды, такие как Лора Пьяна или Брунелло Качинелли или Миссони и так далее. Но, тем не менее, рынок огромный. Обратите внимание, почти $1,5 миллиарда – это рынок изделий из кашемира ежегодный. Поэтому такие изделия можно передавать по наследству или носить всю жизнь. Посмотрите, что сказал по поводу изделий из кашемира знаменитый актер Брэд Питт. Это Лора Пьяна, это кашемир, и если я доживу до 86, я буду носить его с дырками от моли. Он дорогой, но если я смогу носить его 30 лет, то это оправдано. Он такой простой, такой гладкий, это идеально для меня. Поэтому изделия из кашемира носят все мировые звезды. Давайте посмотрим, что же делают, какие основные виды изделий делают из кашемира. Во-первых, первое место это, конечно, джемпера, свитера, кардиганы, жакеты. Это мужские и женские костюмы из кашемира. Это шапки из кашемира, которые будут очень теплые, очень легкие, очень мягкие. Это платья из кашемира, которые будут хороши, в общем-то, в любую погоду. Благодаря своей хорошей теплопроводности они будут комфортны и зимой, и летом. Пальто, мужские и женские куртки. Даже нижнее белье сейчас делают из кашемира для особых модниц. Можно делать и постельные принадлежности, пледы, одеяла, подушки, но это, конечно, будет очень дорого. И наиболее в мире ценятся это шали и платки из кашемира и пашмины. И обычно в производстве их задействованы целые деревни, и даже бренд пашмина, он зарегистрирован в Индии как
именно бренд по производству вот таких вот шалей из кашемира. Как удешевляют кашемировые изделия? Как сделать так, чтобы рядовой человек мог пойти их и купить? Ну, в основном за счет смесок. Смешивают кашемир и с другой шерстью, и с шелком, и с хлопком, и с химическими волокнами. Даже небольшое добавление мериносовой шерсти, даже самой дорогой итальянской мериносовой шерсти, сразу дает огромное удешевление кашемира. Кашемир смешивают с шелком, так как шелк прочнее, кашемир не очень прочное волокно. При смешивании получается более прочная пряжа, более прочные изделия, и плюс они приобретают некоторый благородный блеск, особенно используется в производстве костюмов. Кашемир с хлопком, если мы добавляем небольшое количество кашемира в смеси с хлопком, мы получаем вот этот вот пушистый такой вот оттенок и мягкость, даже небольшое добавление. Когда добавляют синтетические волокна, ну, на мой взгляд, это не очень правильно, смешивать вот синтетику с кашемиром, но тем не менее некоторые производители, особенно недобросовестные, могут удешевлять кашемир за счет добавления синтетики. На современном рынке подделок из кашемира очень много. Как отличить подделку, если все-таки вы решили себя побаловать и потратить, ну, как минимум от $100 на свитерок, купить себе кашемировые изделия? Во-первых, вокруг изделия будет такая дымка наблюдается. Что это за дымка? Это как раз вот эти кончики волокон, которые выступают из пряжи, выступают из изделия. То есть у него гриф такой нечеткий, как в обычных тканях и трикотаже. Это свойственно кашемиру. Матовый цвет, я вам говорил, так как его не красят в яркие цвета, он очень мягкий. Один раз пощупав его, вы потом ни с чем не спутаете. Его мягкость вот как у пуха. Очень теплый. Взяв его в руку и подержав, сжав пальцами, вы почувствуете тепло, исходящее от него. Кашемир не электризуется, не накапливает статический заряд. Ну и если у вас есть возможность поджечь кончик пряжи, небольшой кусочек, то вы услышите запах, он пахнет так же, как горящая шерсть, это называется запах жженого рога. Ну и вот здесь я вам привел пример одной из пряж, продающихся в магазине. Пряжа называется пашмина, которая состоит на 40% из полиамида, на 60% из акрила. Как видите, тут ни шерстью, ни кашемиром, ни тем более пашминой даже и не пахнет. Таким образом, подытожим. Хотите себя побаловать? Купите хотя бы одно изделие из кашемира, и, может быть, вы станете членом клуба богатых людей, будете себя радовать до конца своих дней и передадите своему ребенку. Спасибо за внимание. Всего хорошего.